Всем привет! Меня зовут Любовь. Это мое первое видео на медленном русском о моем городе. И сегодня я хотела бы рассказать вам про новый парк, который находится в моем районе. От моего дома до парка приблизительно 5 минут ходьбы. Ну что же, давайте посмотрим, что же за парк у нас здесь есть. Сейчас полдень, суббота. Удивительно, но здесь почти, да нет, собственно, вообще нет людей. Никого, я одна. Итак, как вы видите, основная, так скажем, черта этого парка — это то, что здесь очень много фонарей. Очень много. Вот вы скажите, не слишком ли много этих фонарей? Очень много лавочек, место, где можно сидеть. Вот они, лавочки. Самое удивительное, что почти все целые. Ну, за редким исключением. Очень редко, но здесь есть и сломанные лавочки. Плохо. Плохо, что люди не ценят то, что для них делают. Парк, можно сказать, очень бедный. Здесь нет деревьев пока здесь нет цветов, потому что его построили около полугода назад. Дальше идет детский садик. Детский сад для детей. Сейчас он, конечно, не работает. Почему в выходной день здесь почти нет людей? Это не из-за ситуации с коронавирусом, могу сказать сразу. У нас уже люди привыкли, перестали бояться и свободно ходят. Но в Астрахани очень-очень жарко. И сейчас самое, так скажем, солнце, то есть время, когда солнце печет очень-очень сильно. Находиться на открытой местности, то есть на улице, сейчас очень тяжело, очень жарко. А в этом парке, вот если вы видите, в этом парке нет тени, да? Нет деревьев, нет беседок, где можно было бы присесть и отдохнуть. Тем не менее, этот парк очень нужная вещь. Его давно ждали. Раньше здесь было пусто. Здесь не было никаких построек, никаких зданий. И поэтому такое место очень важно для жителей. Вечером здесь очень много людей. Семьи гуляют со своими детьми, влюбленные пары проводят время, гуляют. Есть баскетбольная площадка для детей, но почему-то с одним кольцом. Не знаю, наверное, это нормально, но кольцо только одно. На площадку свободно можно войти, хотя я сначала увидела здесь замок и подумала, что, может быть, вход сюда воспрещен, но нет. Здесь можно играть, когда захочешь, с кем захочешь и сколько захочешь. Пожалуйста, и даже места для зрителей. Все есть.
Вот как выглядит парк. Он достаточно большой. Я думаю, что он будет красивым немного позже. Сейчас я направляюсь к памятнику Ленина. Должна сказать, что к Ленину у нас в городе особое отношение. Он есть буквально везде. То есть очень много памятников этому человеку в разных местах. Ну и даже в моем районе. А мой район довольно маленький. И не могу сказать, что это самый хороший район. Но даже здесь нашлось место для великого вождя. Да. Нравится, что здесь есть хорошая площадка для детей. Здесь достаточно много мест, где дети могут провести их время. Вспоминаю свое детство. Очень любила такие горки, когда была маленькой. Есть разного рода качели. К сожалению, одну уже успели испортить. Возможно, сел кто-то взрослый и порвал цепь на качели. Очень жаль. Я даже не знаю, это похоже на решетку. Возможно, это как турник. Вообще здесь есть, так скажем, турники для маленьких детей. А там дальше есть турники для взрослых. Я их покажу. А вот, собственно, и сам памятник Ленину. Его немножко обновили, покрасили. Он стал приличного, красивого вида. Когда я была маленькая, все было гораздо хуже. Вот даже табличка новая. Владимир Ильич Ленин. Вот он, гордый стоит. Ну, насчет цветов я немного погорячилась. Несколько клумб с цветами здесь есть. И эта аллея называется аллеей памяти женщин-землячек, участниц боевых сражений и тружениц тыла в годы Великой Отечественной войны. И создана эта аллея по инициативе Союза женщин России. Да, если честно, я про такой союз ничего не слышала. Но я очень рада, что тут сделали что-то красивое. Сейчас мы пройдем по этой аллее, и я покажу вам турники для взрослых. Ну, как для взрослых? Наверное, для подростков, для детей старшего возраста, которым нужно свое место, где можно позаниматься гимнастикой. Уж не знаю, насколько популярное это место и насколько дети этим пользуются по назначению. Так, это будущие красивые деревья, под которыми, наверное, уже наши дети будут устраивать пикники. Я даже не знаю, сколько времени им понадобится, чтобы стать полноценными деревьями, то есть с густой листвой. Не знаю, сколько времени понадобится, чтобы здесь был красивый газон, чтобы здесь пророс красивый газон. Думаю, немало времени. Если с газоном проще, то деревья, конечно, будут расти еще очень и очень долго. Но, как говорится, начало положено. Ну и вот уголок для взрослых. Я так понимаю,
Здесь можно было бы поднимать штангу. Здесь можно попробовать подтягиваться. Ну и здесь, наверное, какие-то трюки можно делать. Честно, мне даже на это страшно смотреть, потому что я очень давно не занималась физкультурой. Я не знаю, что и для чего может пригодиться здесь. Вон, флаг нарисовали. Молодцы. На самом деле, то, что нашим районом так серьезно занялись, очень приятно, потому что здесь, пожалуй, не было ничего нового с тех пор, как развалился Советский Союз. И поэтому для меня появление этого парка было большой новостью. Я очень удивилась, правда. На самом деле, работая в моем районе и в городе Астрахань еще очень и очень много возможностей что-то сделать. Я думаю, сейчас достаточно. Если честно, администрации города всегда финансировались хорошо. И я не понимаю, почему это занимает так много времени, чтобы привести что-то в порядок. Но тем не менее, средства есть. И вроде бы что-то начало двигаться. Это важно. Россия вообще это страна контрастов. Здесь вы можете найти красивые шедевры, а можете найти трущобы. И я не говорю, например, про какие-то отдаленные районы. Я не говорю, что это где-то на окраинах города, так скажем, беспорядок, некрасивые, старые и даже опасные постройки есть и в центре города. И я бы даже сказала, что в Астрахани из таких построек в основном центр города и состоит. Если захотите, я как-нибудь вам их покажу. Вот. Несмотря на все это, город очень интересный. Вот люди появились. Ну что же, мне пора идти домой. Здесь очень-очень жарко. И больше я находиться здесь не могу, к сожалению. Но мне здесь очень нравится. Это действительно хорошее место, где можно провести время. Но так вышло, что за полгода я здесь всего лишь второй раз. Надеюсь, вам понравилась небольшая экскурсия. Мне эта прогулка доставила большое удовольствие. До скорых встреч. До свидания.